Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог. И сегодня вы узнаете, как в домашних условиях, сделав всего лишь одну маску перед сном, утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Сегодняшняя маска за ночь омолаживает даже самую дряблую увядающую кожу. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю. Для достижения наилучшего эффекта чередуйте сегодняшнюю маску с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней и использовать в недельном уходе. Также маска подходит для всех типов кожи. Не забывайте остатки домашних масок наносить не только на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте, но и на кожу рук. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим к приготовлению. Сегодняшняя маска убирает морщины за ночь. Сделать эту маску перед сном, и ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. Нам понадобятся простые доступные ингредиенты. Возьмите дрожжи. Можно использовать дрожжи как сухие, быстрые, так и дрожжи из брикетов. Если вы используете дрожжи из брикетов, то возьмите 1 чайную ложку дрожжей, доведите до комнатной температуры и приступайте к приготовлению сегодняшней маски. Я использую сухие, быстрые дрожжи. Нам понадобится 1 чайная ложка дрожжей. Дрожжи возьмите без горки. Обязательно соблюдайте порядок добавления компонентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сода. Сода – отличный компонент, который стоит недорого, но отлично омолаживает увядающую кожу, осветляет пигментные пятна, в момент смывания шлифует поверхность кожи. Возьмите половину чайной ложки соды. Соду также возьмите без горки. Тщательно смешайте сухие компоненты, чтобы они равномерно распределились. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях сделать качественную маску. На этом этапе маска не должна иметь комочки. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится сок алоэ. Сок алоэ отлично увлажняет кожу, хорошо взаимодействует и хорошо соединяет предыдущие компоненты. Сок алоэ можно заменить зеленым заваренным чаем. Возьмите пакетик чая, на полстакана крутого кипятка, заварите, остудите до комнатной температуры и используйте для сегодняшней маски. Я люблю использовать в домашнем уходе именно сок алоэ. Возьмите также 1 чайную ложку сока алоэ. Можно использовать сок алоэ, либо отвар зеленого чая. Если вы используете дрожжи из брикетов, то достаточно 1 чайной ложки. Если вы используете сухие быстрые дрожжи, то возьмите 2 ложку. И тщательно взбейте все компоненты. Когда вы смешиваете ингредиенты, старайтесь их как бы взбивать, чтобы консистенция была более однородная. В моменте смешивания дрожжи будут слегка подходить, и консистенция маски будет меняться. Регулируйте консистенцию маски так, чтобы она была более комфортной к нанесению. Если у вас маска получается слегка густоватая, то сок алоэ можно немного добавить. Моя маска на этом этапе имеет приятную консистенцию. В процессе дальнейшего приготовления сегодняшней маски ее консистенция будет слегка загустевать. И следующий ингредиент для этой маски нам понадобится косметическое масло. Можно использовать косметическое масло домашнего приготовления. Также можно использовать и аптечное масло. Можно использовать масло миндальное, виноградных косточек, зародышей пшеницы. Нам понадобится 10 капель косметического масла. И тщательно взбейте все компоненты. Дрожжи стали слегка подходить.
последнюю очередь добавьте в сегодняшнюю маску эфирное масло. Если вы хотите улучшить оттенок кожи, протонизировать кожу, то используйте масло мяты, масло цитрусовых. Если вы хотите просто освежить оттенок лица, можно использовать масло лаванды. Также подойдет для сегодняшней маски и масло жасмина. Я буду использовать масло перечной мяты. Не наносите эфирные масла на кожу в чистом виде, так, чтобы не получить ожог. Добавляйте эфирное масло только в небольшом количестве в маски или в кремы. Также вы можете использовать эфирное масло в сочетании с базовыми маслами. Пропорция смешивания этих масел таково. Возьмите 1 столовую ложку базового масла. В качестве базового масла можно использовать масло оливковое или подсолнечное. Также можно использовать и любое косметическое масло. На 1 столовую ложку базового масла 1 каплю эфирного масла. Для сегодняшней маски достаточно также 1 капли. И также тщательно взбейте все компоненты. В момент нанесения сегодняшней маски ваша кожа получит не только омолаживающее воздействие, но и ароматерапию. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты, размочите их водой комнатной температуры, нанесите на умытую влажную кожу лица, кожу шеи, кожу зоны декольте. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. Для жирного типа кожи кислотную скатку нужно делать 1 или 2 раза в неделю. Для сухого типа кожи 1 или 2 раза в месяц. В момент нанесения сделайте скрабирующий массаж в течение 3 минут. Затем оставьте еще на 2 минуты кислотную скатку на коже и смойте водой комнатной температуры. Промокните махровым полотенцем и приступайте к нанесению сегодняшней маски. Наносите маску по кожно-массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Нанести маску также можно на кожу лица, на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите маску и на кожу вокруг глаз. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю, всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана, увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего, пока-пока.